Сегодня я для декора выбрала такой очень интересный и оригинальный предмет. Я раньше никогда не декорировала именно термос. Да, это будет термос. Но я думаю, что такое тоже возможно. И термос тоже можно декорировать, красить, декупажить. И он прослужит, я думаю, так же само очень много лет. Ну и я подумала, что что-то я давно не делала трещинок на своих предметах чудесных. И трещинки бывают двух видов. Они бывают с помощью, их делают одношагового кракелюрного лака, а также можно сделать с помощью двухшагового кракелюрного лака. Сегодня я планирую сделать на нем трещинки с помощью двухшагового кракелюрного лака. Но они делаются уже на практически готовый декор. Поэтому для начала я планирую его покрасить, украсить рисунками. И в конце сделаю трещинки с помощью двухшагового кракелюрного лака. Ну и трещинки, они, можно так сказать, они всегда непредсказуемые. И ты не знаешь, получатся они или не получатся. Но одно время, когда я очень часто делала эти трещинки, я уже была 100% уверена, что они не могут у меня не получиться. Ну, я так думаю, руки, может, немножко подзабыли, но ничего страшного. Я надеюсь, что они у меня тоже сегодня получатся. Итак, ну и в процессе декора, скажем так, я вам расскажу все нюансы, на что обратить внимание. И как сэкономить, естественно, какие можно использовать материалы, чтобы это не было дорого, а то, что есть под рукой. Итак, приступаем к декору. Саму крышку, которая наверху, ну и как стаканчик, я красить не буду. Он из нержавеющей стали, такой металлический, стальной. Я его оставлю таким, как есть. Но оставлю закрученным на термосе, чтобы было удобнее браться, когда буду сушить краску. А скотчем малярным я слегка таки заклею его, чтобы нечаянно на него не попасть краской. И перед тем, как нанести краску, я немножко его подшлифую наждачной бумагой, очень такой мелкой, чтобы поверхность была слегка шероховата. Если у вас чисто полностью металлический термос, тогда, я думаю, шлифовать можно попробовать. Если станет поверхность шершавая, то нормально будет сцепление. Если она очень гладкая, тогда надо будет воспользоваться или грунтом для металла, или краской, которая хорошо будет ложиться на металл. Ну и акриловую краску буду наносить губкой. И хочу с вами поделиться одним нюансом про самые обычные кухонные губки. Я всегда пользовалась губкой, которая такая с одной стороны мягкая, с другой стороны шершавая. И тут мне случайно в магазине попалась губка, которая полностью мягкая. Ну и казалось бы, что тут особенного? Ну, губка как губка. Но губки тоже бывают разные. Если она имеет большие такие поры, то может на поверхности оставлять пузырьки воздуха, и поверхность, когда уже покрашена краской, будет не такая гладкая. Если вы хотите более гладкую и плотную такую поверхность, советую брать губку более такую плотную, с мелкими порами. Ну и сейчас я буду пробовать, есть ли в этом разница. Первый раз буду пользоваться новой губкой. Ну и сейчас нанесу краску. У меня краска светло-серого цвета, акриловая краска на водной основе. Для начала возьму губку, которая более такая пористая, с большими порами. Ну и рядом наложу краску, такой более плотной, с мелкими порами губка. Сейчас я вам покажу поближе. Не знаю, надеюсь, что будет видно, камера передаст. Разница, скажу я вам, небольшая, поверьте мне на слово, если камера не передает.
Здесь более такая размытая краска легла размытым слоем, а здесь более плотным. И все-таки рекомендую брать губку более с мелкими порами, чтобы краска легла более ровно и плотно. Краску нанесла, и она пока подсыхает. И что интересно, что сам вакуумный сосуд такой был изобретен шотландским физиком, химиком еще в 1892 году Джеймсом Дьюаром. Ну а в 1904 году берлинский производитель стеклянных товаров превратил, по фамилии Бургер, кстати, превратил это изобретение такое в коммерческий продукт. Так, по-моему, краска уже подсыхает, и я подобрала для него салфетку. Салфетка тема может быть любая, я это делаю на подарок. У меня это будет мужской подарок. Если у вас есть любая идея, можете воплотить любой рисунок. Это можно подарить и мужчине, и женщине, и ребенку, и подростку, и пожилому человеку. Такой незаменимый и очень удобный предмет. Я сейчас из этой салфетки выберу нужные мне фрагменты и приклею на этот термос. Салфетка же у меня такая, скажем, в ретро-стиле. Здесь есть винтажные или ретро-автомобили. Я вырежу нужное мне, лучше вырву аккуратненько и приклею на этот термос со всех сторон. Ну вот, рисунки и салфетки выбраны, и сейчас начинаю делать декупаж. Приклею салфетку с помощью клея ПВА, разбавленного водой. А все подробности, нюансы приклеивания салфетки у меня на канале есть отдельное видео. Салфетка приклеена, и вот эти места у меня остались пустые без салфетки. Я их подкрашу бежевой краской. Ну и сейчас пришло время делать винтаж своими руками. Буду делать трещинки с использованием двушагового кракелюрного лака. Ну и чтобы сэкономить, я очень редко, практически никогда не покупаю первый шаг такого средства. Всегда беру только второй шаг. Они бывают разные, второй шаг. Бывают смываемые водой, а бывают несмываемые. У меня выбора особо не было, и я купила вот такой, который мне попался в магазине. А в качестве первого шага у меня выступит, как уже доказала я сама себе своим опытом, можно взять любой лак, но не на водной основе. Это лак на основе растворителя, на основе уайт-спирита. И с этим лаком надо работать осторожно, потому что его сложно потом вымыть. Он практически, если высохнет, то уже несмываемый. Кисточки лучше не использовать, особенно новые, или такие старые, которые не жалко выбросить. И, конечно, можно вымыть растворителем, но они уже не будут такие качественные, хорошие, мягкие. И сейчас я на поверхность термоса нанесу так называемый первый шаг. Этот лак на основе растворителя. Наносить буду губкой, чтобы потом легко губку можно было выбросить. Так, готово. Теперь важно, чтобы этот лак подсох, но не до конца.
данном случае можно воспользоваться феном. Я его слегка подсушу, чтобы он остался липким. Слегка с краешку попробовать на липкость. Не, по-моему, еще влажновато, еще буду сушить. Ну и опять проверяю. Конечно же, он не высох, но уже липкий. Я думаю, достаточно сушки. Ну и сейчас время второго шага. Нанесу средство номер 2. Ну и на каждом средстве для кракелюра есть инструкция по применению. Если у вас не точно такой, как у меня, лак для кракелюра, можете прочитать инструкцию и следовать инструкции. Наносить второй шаг я буду пальцами, не кисточкой, не знаю, привыкла, мне так удобнее, кажется, более уверенно себя чувствую. Полностью везде, такими можно круговыми движениями, полностью покрыть по первому шагу. Очень внимательно, чтобы нигде не пропустить. Все практически заполнен полностью термос. Этим вторым шагом вся поверхность. И теперь надо ждать. Да-да, именно надо ждать. Потому что второй шаг сушить феном очень не рекомендуется. Я тоже очень редко это делаю. Но иногда могу и воспользоваться феном, но очень осторожно. И я надеюсь, вскоре появятся трещинки. И да, yes, по-моему, они появляются. Покажу вам ближе, как это выглядит на данном этапе. Но, возможно, сейчас и не видно трещинок. Но ничего страшного. Я сейчас их буду затирать темным пигментом, и они тут же проявятся и будут на контрасте темным цветом видны. Ну и в качестве затирочного пигмента можно использовать специальные средства, которые продаются в художественных, например, магазинах. Но я же буду использовать более экономный вариант. Я воспользуюсь для этой цели старыми ненужными тенями для век или румяна ненужные. Ну, не пропадать же добру. Вот они, видите? Настоящие трещинки. Вот появилась. Ну, лишнюю грязь я аккуратно вытру мягкой салфеткой сухой. И примерно через сутки я еще раз сверху покрою, ну, так называемым первым шагом, то есть лаком на основе White Spirit. И тогда его без проблем можно будет и мыть, и носить с собой в сумке, и будет держаться долгие годы. И вот такой подарок для него в винтажном стиле у меня получился. Ну а вам желаю творческого вдохновения, хороших выходных, ну и увидимся в следующем видео.